Здорово, ребят! После этого видео меня, конечно, многие возненавидят, ну и кто-то, наверное, останется благодарным. Вот, хотел поговорить про пластическое вмешательство в лицо, то, что сейчас делают очень многие. Я еще раз упускаю те моменты, когда людям на самом деле, там, не знаю, какие-то травмы, аварии, и это прям необходимость. Я говорю про нормальную ситуацию, самую популярную, когда в некоторых странах в какой-то категории несколько десятков процентов делают себе пластическое вмешательство в лицо, там увеличивают там скулы и все остальное. И на самом деле даже немножко не погуглив о проблемах, почему они это хотят делать и потом какие будут проблемы с этим. Ну да ладно. Хотел просто поделиться вот своим мнением как-то. Парень какой-то там, сколько-то там зарабатывает, много путешествует, там ведет здоровый образ жизни. И просто хотел сказать, вот смотришь на некоторых людей, вот, ну, ты знаешь их годами, или смотришь на фотографию девушки по годам. Вот красивая девушка цветет, просто цветочек, ну, думаешь, ну, завидная девочка, можно только позавидовать жениху. Бац! Губы сделала и просто, вот, можно сказать, стирай. Просто. Я понимаю, что кому-то нравится. Если не верить мне, поговорить, вот, посмотреть статистики, да, есть процент парней, которым нравится, их явное меньшинство, даже не меньшинство, а явное меньшинство. Я не говорю, что те, кто уже сделал, пожалуйста, это ваш выбор, делайте, что хотите. Все в этой жизни делают все, что хотите. Я только хочу записывать видео тем, кто еще не сделал. И я хочу сказать, что если вы поанализируете фокус-группу, в смысле, сделаете опрос фокус-группы или проведете анализ, то оказывается, что у некоторых женщин явная склонность к этому. То есть можно посмотреть, кого слушает женщина, какие видео она смотрит, как она фотографируется, и с очень высокой вероятностью предсказать, почему она сделает губы, что она сделает губы. Представляете, губы, скулы и все остальное. Кстати, по статистике, те, кто делают губы в течение нескольких лет, обязательно что-то дальше делают. Вот. Еще раз, каждый человек сам принимает решение, что хочет, что он делает, но я хочу сказать, вот в моем окружении мира вот был красивый человек, вот радуется глаз. Хлобысть! И все, человек стерт из мира. Не могу сказать, что он для всех стерт, но вот для таких людей, как я, он стерт. Я хочу, чтобы просто кто-то понимал, что вот, делать, не делать, лучше не делайте, потому что часть людей на вас не будет больше смотреть. Или, вот я тоже так думал, вот приходит девушка вся такая переделанная в бар, да, такая вот, все сделано там, все сделано, и одета также сопутствующе. И все парни на нее так косятся. Они как косятся, вот знаете, если бы сейчас рядом была бы какая-нибудь зебра, вот я бы тоже бы на эту зебру так, что там она делает? Ну, знаете, зебры все-таки не каждый день. Ну, хорошо, если зебра, ладно, ну, какой-нибудь там honey badger какой-нибудь, да, медоед. Ну все, ты там будешь на него смотреть, ну просто ты никогда не видел медоедов. Вот ты просто на него смотришь, ты его не видел. Хочу сказать, очень-очень опасное животное, король джунглей, на самом деле, медоед. Но и очень редко его сложно увидеть. Очень надо быть удачливым. Ну ты на него смотришь просто потому, что никогда не видел. Вот ты пришло вот это чудо, и ты на него смотришь, потому что... Почему ты на него смотришь? Потому что ты его никогда не видел. И все люди смотрят на это чудо, потому что... А девушки думают, как они на эту телочку смотрят? Наверное, такой же хочу быть. Смотрят на этих блогерш. Ну это просто хана, это просто, ну как... Девчонки, не уродуйте себя. Кстати, поедьте в Америку. Посмотрите на девушек, которым 50, 60, 70 лет, которые делают эту пластику энное количество лет назад. И посмотрите, как они разваливаются. Это просто ужасно, ужасно. Вы смотрите на улице с людьми, думаете, что с ними такое? Конечно, ваши хирурги будут говорить, что нет, это все ерунда. Раньше были технологии не те, а сейчас все будет по-другому. Ну, если бы я продавал, точно так же бы говорил. Не забудем, что там доброму миллиарду вообще запрещено делать татуировки. То есть те, кто делает татуировки, оказывается, они еще больше. Их-то вообще на костре надо жечь или там убивать, да? Сейчас, конечно, все это немножко помягче, но не забудем, что тех, кто делает татуировки, наказывают больше, чем тех, кому сделали. Еще раз, все свободны в этой жизни. Я просто привожу пример к тому, что тех хирургов, которые это все пропагандируют, это еще раз медицина, назовем это медициной, хотя, наверное, это и есть медицина, как-то еще назвать,
она, во-первых, на этом зарабатывает прибыль, их нужно, как бы, не знаю, не штрафовать, но рекламу это вообще надо жестко запретить. Вот есть у нас Европейский Союз, в котором традиционные ценности очень такие специфичные. Европейский экономический союз, но ценности в нем такие, что почему-то многие с ними не согласны почему-то. Не могу сказать свое мнение, но многие страны почему-то не согласны с ценностями, которые нам пропагандирует экономический союз. Но это ладно. И то же самое, я думаю, что, надеюсь, будут страны, где это тупо запретят. Вот буду очень эти страны уважать. Потому что вот родился человек, но если он там, не знаю, не попал ни в какую аварию, ничего у него не случилось, ну зачем ему уродовать себя? Природа позаботилась о том, чтобы вы были такие, как вы были, чтобы вас противоположный пол узнавал по генам, делал какие-то генетическую, там, не знаю, сверяемость сразу внутри. Человек смотрит, мальчик смотрит на девочку, у него сразу там в голове чик-чик-чик-чик-чик-чик переключается, там, ну, и там за долю секунды он сразу понимает, подходит, как говорится, будет ли потенциальный там сын, дочь, хорошие ли гены, подходят ли гены, даже не хорошие, подходят ли. Сколько раз животных, например, вместе, вот я видел недавно 2 гепарда вместе, купили по отдельности, они между собой не спариваются. Их там кормили чем хочешь, они просто не спариваются. Просто вот им друг не нравится и все. То же самое и с людьми. И лицо показывает, насколько вы друг другу подходите. И изменяя лицо, с одной стороны, как бы мозгу дает такой сигнал, что этот ген, которого у тебя нету. С другой стороны, это проблемы на всю жизнь. Еще раз, давайте поговорим про проблемы. Ну, первая проблема. Во-первых, кто делает все эти там ботокс, неважно, что делают, чтобы убрать морщинки. Сколько людей потеряло зрение только из-за морщинки, пытались убрать морщинки, потеряли зрение. Еще раз, это только начало. Подредактировал здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там. Лучше бы люди с фобиями поработали, просто взяли бы нормального психолога или просто бы поизучали. Еще раз, там статистика какая-то жуткочайшая, что женщины в браке, которые увеличивали себе груди по причине того, чтобы там, ну, чтобы муж не ушел или что-то такое, там больше 50% разводов после этого. То есть, как бы проблема не решена, то есть, ну как бы, ну вот, не знаю, вот у кого-то небольшие груди там. Давай увеличим. Ну, проблему не решит. У меня, кстати, девушка была, она говорила, говорит, вот ее парень постоянно намекал ей на груди. Она говорит, давай, а ты себя увеличь тоже сантиметра на 4. Вот. И сразу так разговорчики как-то так поутихли. Вот. И вот такое у меня негодование. И меня прям, ну как, я прям зажигаюсь, потому что в некоторых обществах это просто не то, что там 5%, 10, 90% сделанных людей. И думаю, оставшиеся 10 думают, как и какие-то мы не те. Наверное, мы не подходим. Наверное, там тоже надо как-то. И общество, как сейчас там в детских садиках, книжки про 2 геев, да, так то же самое и здесь происходит, как бы идет. И мало того, это все идет из детства, да, то есть, как сказать, то есть люди вместе, и там и жена обманывает мужа, делая губы, то есть это вообще какое-то преступление по мне. Вот, как бы, ну так, жена поженилась, там, в смысле вышла замуж, а муж такой, бац, половину своего состояния подарил в какой-то фонд. Ну, это как бы, скажут там, махинация какая-то, это все-таки совместное имущество. Так почему тогда, например, жена может там, не знаю, пойти себе скулы сделать или попочку себе там подувеличить, да? Ну, то есть это получается тоже как-то не то, что это семейное имущество, это тут как бы, когда каждый по себе, но вот имущество семейное, вот. Тогда вопрос, тогда что в браке, кто за что отвечает. Это, в общем, тут очень много больших вопросов. Я просто вот не знаю, если там не самый страшный парень, там, не самый глупый, наверное, не самый бедный, проехавший точно больше стран, чем 99% на земле людей. И много видевший, я просто хочу сказать, я просто миллиард раз разочаровался в людях. Вот,
3 года назад знакомился с девушкой. Ну, очаровательная девушка, просто работает в театре. Просто замечательно с ней общаюсь. Присылала фотографии, ну, просто изумительные фотографии. Вот бывают люди красивые, блин, от Бога. И потом такая: ой, я себе губы увеличила. Брум, давай созвонимся по видео там. Вот типа, хлопысь. И такой, елки-палки, даже не знаю, тебе же нравится, да? И ты такой, и не знаешь, куда слиться, как бы. И ты такой, как бы обидеть человека не хочешь. И думаешь, ну зачем? Ну вот был же красивый человек. Ну вот все, зачем? И вот в моей жизни вот таких историй, они просто сплошь рядом. И есть очень, кстати, очень интеллектуальные люди, я знаю, там хорошие там разные сферы, там и адвокаты, и технические ребята, и историки, как бы, очень крутые специалисты, да, и они там, не знаю, на себе там прям видно пластику там наделали, да. Очень даже знаю крутых бизнесменов, девушек, крутые бизнесменши, они прям все пластика, кто-то больше, кто-то меньше, ну много людей, прям очень много. И от этого я не говорю, что они там какие-то неправильные. Ну, сделали люди такой выбор. Я не обращаюсь с тем, что сделали вы плохой выбор. Я обращаюсь к тем, кто еще выбор не сделал. Хочу сказать, что куча людей, и, кстати, по статистике их около 90% не хотят всего этого, представляете? Конечно, девушки сейчас будут говорить, ну вот, они на них смотрят, они не хотят, но на самом деле на меня смотреть будут. Нифига не будут. Вот. Или, как я говорил, был бы сейчас медоед какой-нибудь, или какой-нибудь африканский цивет, я даже забыл, как его зовут на русском, такой африкан цивет, как он на русском, даже слово название. Вот смотришь на это вот такое вот какое-то, есть же там всякие лиса с лошадиными ногами, там куча всяких животных есть прикольных, да, в мире. Но ты смотришь такой, что это такое, как бы ты никогда не видел. Вот. И еще, да, вопрос, вот мальчики смотрят на девочку для чего? Чтобы какие-то мысли в голове прокрутить. Ну, у них даже мысли нету, что они просто смотрят, как вот, как вот, не знаю, вот сейчас вот была бы вот какая-то, не знаю, вот питон ползет, вот питон, вау. У него нет желания съесть питона, убить его или там просто питон, вот он прополз и на него все посмотрели. Ну, девушка не собирается же, я хочу быть таким же питоном, на него я буду так же смотреть. Ну нет, это просто питон, он просто прополз. Просто люди орангутангов не видели живых, никогда с ними не общались. Они, кстати, очень дружелюбные. Довольно образованные, очень обезьянки. Вот. Вот моя такая мотивашка. Может, кто-то кому-то перешлет, кому-то понравится. Девчонки или там какая-нибудь мама какой-нибудь девушки будет отговаривать, что не нужно делать. Вот. Куча парней, еще раз, посмотрите статистику, их больше 90% людей не хотят вообще видеть ничего такого. И хотят просто жить. То же самое, как, скажем так, социальное отклонение, да, есть куча majority людей, которые просто хотят жить нормально в нормальных семейных отношениях, а есть не majority, делают у них там свой выбор, какие-то законы, разные страны их поддерживают, не поддерживают. Я вот просто хочу сказать, чтобы вот этот тренд, кстати, последние что-то 4 года по 30% в месяц растет. По 30% в год растет количество операций. Это как очки. Обратите внимание, очки. Вот у кого-то плохое зрение, например, 0,8. И уже очки ему там 0,7. Там. А можно просто зрение немножко поработать с ним. Я сейчас по себе смотрю. Сидишь за компьютером, ну хочешь не хочешь, глазки привыкают к компьютеру, что он близко. Смотришь далеко уже, смотришь, рассеянный. Как-то ерундовато. От компьютера отошел на недельку. Хлобысть! Глазки как новые. Значит, не только очки помогают, правильно? Упражнения, отдых. Смотришь что-то, не можешь увидеть надпись. Глазки помассажировал полминутки. Хоба! И надпись уже видишь. Значит, не только очки спасают. Или там даже целая методология, как массажировать глаза и все остальное, и как их восстанавливать, и всякое-всякое. Но что видно медицине, выгодно медицине? Медицине нужно много людей, которые постоянно будут носить очки всю жизнь. Всю жизнь постоянные. Чем дальше, тем хуже очки будут. Диоптрии. Ну, еще раз. Люди носят всю жизнь. Но я не говорю про тем, у кого уже ситуация невозможная. Хотя Жданов говорит, что очки могут снять все. Практически. Но я говорю к тому, что вот только кто начинает, может быть, поработать со своими глазками. Со мной лично, вот у меня была девушка, 5 лет мы были вместе.
она носила эти очки в дырочку, с дырочками такими. И она вот при мне говорит, я начала видеть номера машины, я раньше их не видела. И то же самое с лицом. Зачем его уродовать? Сходи, девушка, хочешь быть красивой, сходи на тренировку, выйдешь, сиять будешь. Мальчики на тебя будут смотреть, думать, блин, какая активная девочка, как она красиво выглядит. Сходи на тренировку, займись питанием, не знаю, проинвестируй в свои мозги, в создание отношений, в роль, понять, какая роль у женщины в отношениях. А то, что я тут сейчас проинвестирую в себя $100, ну это дуры делают это $30, я сделаю за 500. У меня там все будет чики-дрики, у меня все будет классно. Потом через полгодика еще, и потом уже через 3 года сможешь такое, клюв такой, хлыбынсть. Не могу вам просто сказать, вот парни между собой, когда смотрят эти клювы, они просто, ну вот как, они просто опускают глаза, такой, что, кому это нужно? Вот я ни разу не видел парня, который говорит, о, мне такие нравятся. Сделанные девочки кому-то может нравиться, окей, но я ни разу не видел вот эти раздутые девочки, которые, хоть одного парня, который сказал, мне это нравится, вот никогда. Все такие просто глазки опускают, такой, ну, типа, на лице написано IQ. Ну, еще раз, очень много знаю классных людей, которые сделаны, богатые, умные и не глупые, вот далеко не глупые. Но, как говорится, каждый может сказать свое мнение, они свое мнение сказали, они его на лице нарисовали. А я вот больше про то, что кто еще не сделал, подумайте. И вот такие люди, как я, их 90% говорят, что не лезьте куда не нужно. Вот. Вот так вот. Кстати, пляж, обратите внимание. Хорошее, красивое озеро, везде можно купаться. А самое важное место на пляже закрыто. Сюда нельзя ни гулять, ни купаться. Почему? Потому что если его открыть, сюда придут на тачках, 4-колесниках, на лошадях. Все изгадят, вы сами знаете, в арабских странах или таких полуарабских. Скажем так, в мусульманской культуре почему-то вот вроде вот Эмираты чистые, Абу-Даби чистые, но не везде. А шаг в сторону, там Бахрейнчик или какую-нибудь Шаржу поехать, уже сразу, или в Саудовскую Аравию, богатейшая страна, вся пустыня засрана. Пустыню засрали, представляете? Так вот, а тут вот все огорожено, нельзя. Молодцы, потому что 100 километров отсюда помукали, все испоганили, поломали, построили пластиковые сооружения, все ходят, фоткаются, как красиво. Представляете, пластиковые ванны стоят, из камня сделаны, и подождут меня, не подождут. Подождут, не подождут меня. О, подождут меня, наверное. Оу. Сейчас меня подождут. Хоба-на, меня он этот паровоз подождет. Хоп-хоп-хоп. Вот так, ребята. Я уже даже забыл, про что я там орал. Но сейчас я добегу. Все говорят, поезд не ждет, поезд ждет. Thank you. Вот, поезд ждет. Вот меня поезд дождал. Про что я хотел соврать. Если бы это место не запретили его двигать. Thank you. Если бы не запретили, тут бы разнесли все. Как в Памукале или как во многих других местах. И может быть и с лицом надо точно так же. Если это не нужно, значит запретить. Хорошо, как-то Лебедев сказал. Говорит, во многих странах можно пошел, заплатил и получил анализ по своему организму. А в других странах этого нельзя сделать. Потому что зачем тебе туда лезть? Все хорошо работает. Может быть, это точно так же надо. Хорошо работает, зачем туда лезть? Вот, может, это надо все запретить во многих странах. Я бы точно был бы за. Голосовал бы за это. Ладно, шумновато, ребята. До скорого. Вот, надеюсь, кому-то это будет очень-очень-очень полезно и спасет жизнь. Пока-пока.